Снова здорово, это канал Tex and Play. Всем привет! Хочу порекомендовать вам один канал на YouTube. Канал с летсплеями, с прохождениями разных игр. Смотреть интересно, смотришь и отдыхаешь. Ничего такого нет, просто игры и их прохождение. Просто отсканируйте QR-код или просто перейдите по ссылке под видео и посмотрите пару-другую видео. Если понравится, то сами подпишитесь и мне не придется вас уговаривать. Думаю, мы поняли друг друга. Я не понял, ты чё, офигел, блин? Ах ты, сука! Палку в руки я беру. Ссылка в описании есть, QR-код на экране был. Сканируем, переходим, смотрим. Если нравится, подписываемся. Как-то оно вот так. Ну а теперь проверяем, как работает связь с внешним миром. И так, YouTube работает. На Бусти на группе идет. Но с Бусти почему-то я не вижу. Да, не вижу сообщений. Ну да ладно. Так, начинаем стрим. Ну и, собственно, начинаем его. Устик подключился. Начинаем стрим с самого начала. Рассказываю вам, как можно делать донат. Ссылка под видео есть. Просто, если вы просто-напросто пишите сообщение в чате, я могу его прочитать, могу не прочитать. Если вы делаете донат и пишете сообщение, то оно автоматом попадает на экран. Оно, в принципе, и так попадает на экран, но если оно попадет на экран с донатом, я обязательно
его озвучу, если был вопрос, отвечу на него, если было какое-то мнение, то сделаю, соответственно, то, что нужно делать при таком мнении. Как-то оно так. Также, если вы донатите через донатную ссылку на донат-стрим, то вы можете показать мне и всем остальным зрителям какой-нибудь видеоролик с YouTube. Там есть специальная графа, куда оставляете ссылку. Будет это музыка, новостное, еще что-то, без разницы. Единственное ограничение — это наличие у вас денег и продолжительность ролика. Единственные ограничения. Ролик должен быть не длиннее 10 минут. Также есть еще одна ссылка, это реклама «Купить тут». Видите вот желтенькое слово «реклама»? Под ней появится большая плашка, и на этой плашке будет написано то, что вы написали. Сразу хочу сказать, что если вы там напишете какую-нибудь ссылку, типа «приходите ко мне», вот по этой ссылке, вам никто не придет по той простой причине, что ссылка будет вырезана. И если вы хотите, чтобы по вашему объявлению кто-то куда-то пришел, что-то сделал, то вы должны указать адрес или электронной почты, или свой телефон, или какой-нибудь мессенджер. Через значок собака, погоняла, искать в телеге. Примерно так. И эта плашка будет висеть месяц. То есть сегодня отправили, сегодня 4 мая. Ну и, соответственно, 4 июня я ее в ручном режиме удалю. Как-то так. Ну и, в принципе, что касается донатов кино, музыки, все. Теперь хочу сделать небольшую оговорочку по поводу спамеров и Мегафон. У меня сим-карта от Мегафона, я ей пользуюсь уже давно. Не скажу сколько лет, 5-10, давно. Спам сыпется, в принципе, наверное, как и все. 2-3 звонка в день, иногда смс-ки. СМС-ки редко, в основном звонки. И вот в один прекрасный день с разных звонков, с разных номеров телефона поступили разные звонки с одним и тем же текстом. То есть я поднимаю трубку, и мне начинает бот зачитывать текст рекламы. Я трубку ложу, проходит какое-то время, звонок повторяется уже с другого номера, потом с третьего. У Мегафона есть фишка, то есть называется автоответчик Ева. Ну, по сути, если номер спамерский, то он будет автоматом переведен на автоответчик. И если я не стану отвечать на этот звонок, то есть не возьму трубку, то он также переведется на автоответчик. Там Искин будет задавать вопросы наводящие и все такое прочее, а мне потом придет текстовое уведомление, что мне звонил тот-то, сказал это, был послан туда. И я решил посмотреть, а как в Мегафоне сделать номер, поместить его как спамерский. Ну, погуглил, мне сказали, ну, как прочитал, вернее, отправить смс на такой-то номер с номером телефона. Отправил. Мне приходит уведомление от Мегафона. Вы уверены? Ведь если мы отключим функцию, то мы не сможем сами рекламировать ваши
рекламные звонки. Не сможете получить от нас интересную информацию. Ну, проигнорил, подключил, вернее, отключил эту функцию. И вы не поверите. Уже 4 дня прошло, за эти 4 дня не было ни одного звонка. Отсюда напрашивается небольшой вывод. Получается, Мегафон зарабатывал на мне, то есть он может быть сливал мой номер, может быть сам названивал. Но с другой стороны, звонки были не с мегафоновских номеров. Поэтому Мегафон на мне зарабатывал деньги, чтобы я слушал спам, а он за это получал баблосы. Но как-то мне вот грустно становится от такой мысли. Но в любом случае, прям даже вот удивительно. Если телефон звенит, я уже знаю, что мне кто-то звонит из своих. Ну, у меня в телефоне, если честно, записано всего 5 или 6 номеров, и на них на каждого своя песня, своя мелодия. А рингтон по умолчанию, то есть кто-то незнакомый мне название, я уже его 4 дня не слышу. А жаль, песня хорошая. Просто человек, да. Вот. Ну, так как оно получилось. Поэтому погуглите, посмотрите, может быть ваш сотовый оператор занимается тем же самым. И отключить все эти спамерские звонки, можно отправить одну смс и потом подтвердить данные действия, и все. Ну а мы тем временем переходим к вашим вопросам. Вопросов немного, но есть интерес. Сообщают, что будут введены номера для электросамокатов, колес и прочего мусора. Погуглил, посмотрел, да, на самом деле. Если мне не изменяет память, с 1 июля, если вы обладатель электросамоката, электроколеса или еще какого-нибудь электропередвижного средства, то вы должны зайти на госуслуги, убедиться, что от военкомата вам нет никакой повестки до сих пор, и после этого в специальных полях зарегистрировать свое средство. После этого вам придет форма, которую вы должны распечатать и скотчем приклеить на свой электросредство передвижения. Сделано для того, чтобы было в случае чего кому штраф, например, прислать, если вы не умеете на нем кататься по всем правилам. Или еще что-то тому подобное. И, к слову сказать, предусмотрены небольшие, но штрафы, если после определенного числа на вашем электросамокате не будет такого номера.
И вот эта новость, она идет в завязку с другой новостью, которая, ну, про депутатов нашей Госдумы. То ли сегодня, то ли вчера выступил депутат Клишес, который заявил, что нужно запретить электросамокаты в городах. То есть, если вы катаетесь на электросамокате в городе, то вы можете кататься на специальных площадках, парках, то есть специально отведенных для этого места. Если же вы не катаетесь в таких местах, то вас нужно запретить. Если честно, я не сторонник того, что нужно что-то как-то где-то зачем-то запрещать. Нужно признать, все вот эти самокаты, колеса и все прочее средствами передвижения. Если вы человеческий детеныш, то вы можете на нем спокойно кататься по территории своего двора. И на улицу можете выезжать только в присутствии взрослого человека. Папа, мама. Если вы уже достаточно взрослый, то должно быть специальное место, где вы можете ездить. Ну, например, по левой или по правой стороне тротуара. Скорость, с которой вы можете передвигаться, но скорость все уже есть. И должны быть люди, которые будут смотреть, как вы ездите. И если вы ездить не умеете, то вам должно прийти уведомление не от военкомата, а от доблестных работников ГИБДД, ГАИ. Если честно, не знаю, как сейчас эта контора называется, где будет сказано: вот смотрите, вот фотография, вот вы ехали с такой-то скоростью, вот вы ехали здесь поперек дороги, здесь вдоль, тут снова поперек. Есть штрафы, с вас какая-то сумма, оплатить до такого числа. И вся проблема с самокатами будет решена. Понятное дело, что найдется куча имбецилов, которые скажут, что все вот эти самокаты, это все очень хорошо, и да, есть один-два дебила, которые ездить не умеют, но все остальные катаются хорошо. Вот я вот, час назад тут шел по соседней улице гулять. Едет девочка на самокате, вслед за ней едет, по всей видимости, ее папа на самокате. А впереди едет подросток на велосипеде. И вот этого подростка отвлекли, и он начал смотреть в сторону. И при этом выкрутил руль, что чуть-чуть не наехал на девочку. Девочка на самокате начала тормозить, кое-как остановилась. Папа врезался в девушку, в ее самокат, вернее. Ничего, никто не упал, никто не пострадал. Огрызнулись на подростка, а тут, ничего. Запретить подросткам ездить на велосипедах? Не вариант. А вот если этому подростку пришел бы штраф, небольшой, 1500-2, то его папа или мама ему бы доходчиво объяснили, где можно ехать, куда нужно смотреть. А когда пришел бы уже другой штраф, следующий, ему бы объяснили еще более доходчиво. И после этого данный пионер начал бы ходить, скорее всего, пешком. Ну а если продолжал бы кататься на велосипеде, то он уже знал, как нужно ездить, куда нужно ездить и тому подобное. Пожалуй, с самокатами все.
И вернемся к депутатам Госдумы. Есть такой депутат в нашей Госдуме, в прошлом генерал-лейтенант, сейчас просто депутат с фамилией Картополов. Нет, я понимаю то, что нужно напоминать людям о том, что ты депутат, и тебя на следующих выборах нужно снова избрать. Потому что, зарплата чуть меньше полляма, это хорошая зарплата. Да, приходится работать, сидя в костюмчике, предлагать всякие идеи, творить законы. Но я бы добавил ко всему перечисленному, что не пора ли обязать депутатов, вернее, не депутатов, а кандидатов в депутаты, чтобы приносили справку от какого-нибудь независимого психиатра, который бы их проверял. Я понимаю то, что все то, что говорят депутаты, написано красивыми словами какими-нибудь копирайтерами. Но человек берет бумажку и начинает ее рассказывать, зачитывать. Может быть, выучил и начинает ее пересказывать. Он что, не понимает, что он говорит? Но вернемся к нашему депутату Картополову. Он призвал граждан, то есть меня, вас, заступать на охрану государственных границ Российской Федерации. То есть, если вы живете где-нибудь на территории приграничной, то есть, на границе вы живете, да, то согласно графику у вас там выдают автомат, учат ходить строем, и вы ходите и смотрите, чтобы через какой-то участок враг не попал на территорию нашей необъятной Родины. Депутату повезло, что его высказывание никто не отправит на исследование, а не дискредитирует ли он этим высказыванием вооруженные силы Российской Федерации. Потому что то, что предложил депутат, это потому, что вот раньше было хорошее время, и страна могла себе позволить часовых, вышки, собак, чтобы они ходили, смотрели и все остальное прочее. Сейчас времена другие, охрана границ по-другому, и людей не хватает, и поэтому граждане должны сторожить границу сами. После последних событий, про которые мы чуть позже проговорим, этот же самый депутат предложил надрессировать орлов-перехватчиков дронов, чтобы они летали вокруг Государственной Думы и Кремля и ловили вражеские дроны. Самое смешное, это один комментарий к этому высказыванию понравился, что нужно бы депутату отправить запрос куда-нибудь в Министерство обороны, кому-нибудь, кто с пингвином там территориально немножко рядышком находится, и сделать бригаду боевых пингвинов, которые бы еще вокруг Крыма плавали и не сбивали, как там правильно сказать, вылавливали беспилотные плавающие агрегаты. И тогда, жизнь депутатов Государственной Думы будет просто на уровне. Орлы Госдуму от дронов спасают, пингвины Крым спасают. Ну а на границе обычные граждане с автоматом будут ходить и сторожить. Я не знаю, как тут лучше поступить, но после таких высказываний я бы, если бы этот персонаж был бы от моей области, я бы за него точно голосовать не стал, а порекомендовал бы обратиться или к психиатру, или еще кому-то. Нормальный, здоровый, умственный человек не может такого предлагать.
они предлагают обсудить новость с террористическими актами. Сначала взорвалась линия электропередач под Питер. Потом 2 поезда в Брянской области с рельс сошли из-за подрыва. Тут нужно было сказать ту фразу, как официально. Из-за постороннего вмешательства что-то там. Ну, не записал и забыл. Ну и в довершение всего 2 украинских дрона подлетели к Кремлю. В принципе, тут говорить особо много нечего. В одном старом хорошем кино сказали, почему мы от них отстаем. Потому что мы на работе, а они на войне. У нас специальная войсковая операция. Она идет для 99% мирного населения по телевидению, в новостях. Да, именно так. Да, мы приходим с работы, включили телевизор, говорящая голова нам рассказала, что вот здесь это, здесь то. Включили интернет, зашли в телегу, в телеге нам еще 25 таких же голов рассказали о том, что вот здесь сурово, здесь, смотрите, мы тут так воюем, здесь вот это воюем, тут то, там все, а они вообще не такие. Но нужно что-то сделать, чтобы привлечь к себе внимание. Если вдруг какое-нибудь крупное контрнаступление с украинской стороны начнется прямо массово по всей линии фронта вперед до Сибири и назад, да, это привлечет внимание, но это через неделю все забудут. Шуток напридумывают, мемчиков. И все россияне, именно россияне, не русские, а россияне, чеченцы, буряты, казахи и прочие жители нашей большой необъятной родины, они будут больше стрелять, чаще попадать. И как уже на прошлой неделе сказал глава Вагнера, плен брать не будет. А если какая-нибудь дурочка принесет статуэтку, бюстик какому-нибудь военкуру, и тот разлетится мелкими кусками по кафе, где он чесал деньги. Если какой-нибудь такой же дурачок смастерит бомбу, которую ему скинули, там чертеж схему, где что купить, где что как смешать, и взорвет какой-нибудь столб с электропроводом. Если кто-то сделает бомбу помощней и взорвет рельсы перед едущим поездом, то да, это будет шумно, это будет громко. Некоторые истерят по поводу, вот смотрите, их диверсанты, там их диверсанты в Москве, в Питере, в Брянске. Это не их диверсанты. Это мы. Не в смысле я. А может быть мой сосед, которому что-то в жизни не удалось. И ему предложили, дружище, а хочешь денег заработать? 20 тысяч. Работы на день. Сходи туда, потом сюда, потом опять туда. Раз сходил, 2 сходил, 3 сходил. На 4-й раз бомб, и он уже террорист. Замазан, залип, и хочешь не хочешь.
Либо зарабатываешь деньги дальше, либо они тебя сдают, и ты сопишь. Не будет с той стороны пробиваться какая-то там группа диверсантов, специалистов, обученных. Нет. Если это надо будет, они уже давным-давно на территории России. Ехали легально, получили российский паспорт, ходят, плюются на украинскую власть, какие они плохие, не дают нам, южным россиянам, спокойно жить. А потом приходит команда из центра, и они вспоминают, что да, надо сходить к Васе, у Васи взять дрон, надо потом зайти к Пете, у Пети взять гранату, все это отнести Коле, Коля запустит, куда надо, нажмет кнопочку, где надо. И я что? Я ничего, я ни при чем. Все именно так и бывает. И к этому нужно готовиться. Да, сейчас идет вот такая, праздничная неделя. Хотя уже не праздничная, 1 мая уже не отмечается. Кому нахрен сдался день какого-то там весны и труда. Вот раньше, да, день там интернационал был, 1 мая. Отмечали парад, трудящиеся ходили, вожди с мавзолея речь толкали. Потом 9 мая. Это да, это праздник. И что лучше, погибать тысячам украинцев на каком-то там направлении или поручить 2-3 имбецилам заработать 20 тысяч и запустить какой-нибудь дрон и нажать кнопочку через 5 минут после его взлета. Взять посылку из точки А, донести ее в точку Б. Будет знать, что в этой посылке динамит? Конечно, будет. Но потом, когда посылка зарыта, при условии, если он ее отдаст и уйдет. А может, например, просто магазин, 5 на Ленина знаешь? В 10 часов там будет дядька стоять в белой кепке. Вот ему посылочку отдай. И пойдет. Никакого дядьки там не будет, а внутри посылочки что-нибудь может жахнуть. И жахнуть хорошо. И то, что этого курьера разнесет на 1001 мелких кусочков, но, если честно, кого-то это будет волновать. Но вот лично мое мнение по поводу вот этой диверсионной активации Украины такое. И чем ближе наши войска будут подходить к Киеву, тем сильнее все это будет. И сильнее, и чаще. Я не хочу давать какие-то советы Министерству обороны, еще кто-то там. Есть люди, которые в военном деле во много сотен раз умнее меня. Я вообще в военном деле ничего не понимаю. В мои обязанности входило или ракету запускать, или лес старать. Все. Но если, например, произошел какой-нибудь теракт в России, почему не взять и не выпустить недельный запас ракет по местам скопления военной техники, вооруженных сил Украины,
Котенки это хорошо, но иногда эти мелкие лохматые сволочи бегают, прыгают и все роняют. Как-то так. Ну да ладно, уйдем от этой темы. И последняя тема вопросов. Флаг Спаса и прочие жертвы 02. Человек, который прислал этот вопрос, заодно прислал и ссылочку, за что ему благодарен. Смысл события такая. Некий персонаж вывесил на своем балконе красный флаг со Спасом. Белый кружок, голова Иисуса Христа. Погуглите, найдете ли. Пришли сотрудники полиции и попросили флаг снять. Персонаж снять отказался, тогда они вошли и сняли эту тряпку. Там, где это было все описано, рассказывается, вот смотрите, вот в другом городе некий гражданин решил украсить подъезд флагом. Весь подъезд облепил российским флагом. Маленькие флажки, самый большой, наверное, сантиметров 30-40, вряд ли больше. И одна жительница этого подъезда просто-напросто пошла и все эти флажки сорвала и выкинула. Вот ее надо наказать, но наказывать должна полиция, которая делает то же самое, но с другими флагами. С этим флагом на Донбассе люди идут в атаку, проливают кровь и все такое прочее. Я небольшой специалист в том вопросе, как идут в атаку на Донбассе. Ну, что-то мне подсказывает, что вряд ли там выстраиваются две шеренги друг напротив друга и с криком «Ура!» бегут, чтобы там в штыковой, в рукопашный сразить противника. Скорее всего, кто-то где-то выглянул, куда-то чего-то стрельнул, где-то что-то бабахнул, и потихоньку, полегоньку, короткими перебежками так она и идет. Я не исключаю, что где-то, да, там, ура, и побежали вперед. Я не спорю, может быть такое, может. Но флаг со Спасом — это церковная тряпка. Будет ли под такой тряпкой воевать, например, мусульмане? Скорее всего, будет. Христос, третий пророк ихнего Аллаха. А атеист будет? А буддист? То есть для атеистов и буддистов это, скорее всего, просто какая-то тряпка, флаг, просто так, для красоты. Есть российский флаг. Белый, синий, красный, полосочка. Но опять же, зачем он этот флаг там вывесил? Для чего? Не спорю, может быть, просто там православные чувства сыграли и захотел украсить свой балкон. Да, у нас есть вероисповедание, оскорбление чувств верующих и все такое прочее, но если ты веришь в Бога, то ты можешь верить в своего Бога на территории своей квартиры, своего дома, если живешь в частном доме. Можешь в каждом углу повесить по лампадке, но при этом не забудь про пожарную безопасность и
повесь рядом с лампадкой огнетушитель. Можешь всю квартиру завесить иконами, заставить. Ради бога, тебе никто слова не скажет. Но зачем все это выносить наружу? Нет, если ты какой-то там верующий, тебе дают верить, верь. Никто не мешает. Но держи свою веру при себе. Да, я понимаю, скрепы, еще что-то там. Вот лично я верю в родственников, в друзей, в деньги. А в доброго дедушку, который сидит на облаке и смотрит на каждого из нас, я не верю. Ну, как-то ну вот так. Если ниже пройтись по моей улице, будет примерно 3 дома, на которых есть балконы, и на этих балконах висят российские флаги. Вернее, нет. Один флаг российский, то есть триколор, и 2 флага, копии флага Победы. Красный стяг. Когда их только-только повесили, а это было года 2-3 назад, это было красиво. Но с тех пор флаги не снимали. И они летом, зимой, под дождем, под солнцем. И сейчас это не символ победы российского народа, советского народа в Великой Отечественной войне. Это просто какая-то рваная, выцветшая тряпка. Ни больше, ни меньше. Если ты хочешь, чтобы был какой-то символ, но ты следи за этим символом. Порвалась, повесь новый. Не можешь новый достать, этот зашить. Ну, человек как его повесил, они так вот висят и висят. Один уже вокруг палки замотался, просто как штырь какой-то торчит. И вряд ли кто из проходящих мимо догадается, что там какой-то флаг. Ну, так захотелось на балконе какую-то палку повесить. Один наполовину замотался, другая половина, ну, просто уже вся распустилась, лохмотья. И если найдется какой-нибудь желающий, спросить у какого-нибудь силового ведомства, не является ли вот эта рваная тряпка конфузией, то, скорее всего, у силового ведомства не будет хорошего и приятного владельцу этой в прошлом флага. Как-то оно вот так. Но что касается поступка полицейских, вся работа полиции записана в инструкции. Куча вот таких толстенных кодексов. И если они где-то что-то нарушили, обратитесь в службу, которая занимается контролем над полицией. Например, в прокуратуру, службу собственной безопасности. И задайте этот вопрос там. Они проверят. И если да, полицейские нарушили действующее законодательство и поступили неправильно, они будут наказаны по всей строгости действующего законодательства. А то, что они не позволили какому-то баклану какую-то цветную тряпку повесить на своем балконе, лично я не вижу в этом ничего плохого. Но я не юрист, поэтому задавать этот вопрос мне
смысла нет. Ну а тем временем мы переходим к киносериальной части. На Кипре похищен турецкий министр обороны. Они использовали данные российских граждан. 5 российских граждан